Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы печем творожное печенье. Мягкое, ароматное, нежное, с легкой сладостью. Посмотрите на эту красоту. Минимум ингредиентов, простой процесс, а результат удивительно вкусный и полезный десерт, который нравится и взрослым, и детям. Это один из тех рецептов, который можно приготовить за считанные минуты, и всегда получается идеально. Теперь давайте посмотрим, что нам понадобится. Творог, сливочное масло, яйцо, сахар, сода, яблочный уксус, мука и щепотка ванилина. А для посыпки немного сахара. Начинаем готовить. Сначала разминаем творог вилкой, делаем его мягким, пушистым, без крупных комочков. Добавляем мягкое сливочное масло и продолжаем перетирать. Мы используем вилку, это удобно, быстро и дает нужную текстуру. Теперь постепенно добавляем сахар и продолжаем перемешивать. Вводим слегка взбитое яйцо и снова все перемешиваем до однородности. Теперь погасим соду яблочным уксусом, идет реакция, и эта смесь сделает печенье мягким и нежным. Вливаем в тесто и перемешиваем. Добавляем ванилин для аромата. Теперь постепенно вводим муку. Сначала мешаем ложкой или вилкой, но как только тесто становится плотнее, продолжаем руками. Замешиваем мягкое, податливое тесто, которое почти не липнет к рукам. Перекладываем тесто на стол и делим на две части. Так работать удобнее. Берем первую часть и раскатываем в большой плоский круг. Не слишком тонкий, чтобы печенье получилось мягким, но и не слишком толстый. Теперь берем наш инструмент и вырезаем кружочки. Собираем обрезки, снова раскатываем и вырезаем, чтобы использовать все тесто. Каждый кружок складываем пополам, а затем еще раз пополам. Получается аккуратный треугольничек. На внешней стороне делаем небольшой надрез. При выпечке печенье раскроется и станет еще красивее. Теперь обмакиваем верх каждой заготовки в сахар, чтобы после выпечки была румяная сладкая корочка. Выкладываем печенье на противень и продолжаем формировать все остальные.
Теперь разогреваем духовку до 210 градусов Цельсия и отправляем печенье примерно на 15 минут до золотистого цвета. И вот наш результат. Посмотрите, какие они красивые, румяные, слоистые, нежные. Сахар на верхушке карамелизуется, творожная основа остается мягкой, а аромат просто потрясающий. Эти печенья – идеальное быстрое угощение, полезная альтернатива магазинной выпечке и отличный способ порадовать семью чем-то вкусным и домашним. Посмотрите, какие у нас красивые румяные печенья получились. Готовьте, пишите в комментариях, как вам понравилось. До свидания. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.